Вы не случайно нажали на это видео. Вы не случайно наткнулись на эти слова. Бог организовал этот точный момент времени, эту секунду, как священное пересечение между Его божественным обещанием и ваш скрытый бой. Услышьте это сейчас не ушами, а вашими сердцем. Бог обращается напрямую к «ты». Не к толпе, не к далекому миру, а к «ты», Его выбранное судно, Его возлюбленный ягодите завета. Это необычное сообщение. Это сверхъестественное назначение, а небесный призыв. Вы были отделите с множества, отобранных вручную дух живого Бога, чтобы получить неожиданное благословение, которое разорвет цепи вокруг вашей жизни и высвободит реку избыток. Я знаю, ты ждала. Молилась. Плакала по ночам, пока никто не видел. Но Бог видел. Каждый молчаливый рвать упал не на землю, а в руки того, кто ведет учет каждой скорби. Он имеет слышал твой молитва. Он подсчитал расходы вашего вера. И вот теперь, в этот самый час, Он решает вмешиваться. Тебя не забыли. Тебя не упустили из виду. Ты не сломан и не подлежит ремонту. Ты стоишь в пороге с божественное чудо. И это слово твой ключ для его разблокировки. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Оставайся. Не отворачивайся. Потому что то, что я собираюсь раскрыть, это не информация, это откровение. Это не теория, это преобразующая истиннорожденный от Самогатрон из небеса. Есть божественные тайны которой будет разворачиваться только открытое сердце, верная душа, тому, кто отказывается уйти, когда Бог начинает говорить. Вы были вызваны. Это ваш сезон. Твой дверь вот-вот откроется. Но вы должны прислушаться к самый конец. Потому что прежде чем это сообщение закончится, вы получите то, о чем даже не знали, что нуждались в подтверждении о благословении, а семя из богатства посажены в почву вашего судьба. И позвольте мне прояснить, речь идет не только о деньги. Это о наследовании. Это о цели. Это касается каждой задержки, которая была организована для создания большого урожая. Если вы когда-нибудь чувствовали, что ждете, пока все остальные встают, это твой момент. Есть секрет, позже я опубликую это сообщение, которое навсегда изменит то, как вы видите свои борьбы. Но ты должен держаться. Ты должен оставаться со мной. Потому что только те, кто выдержит до конца, получат полную обещать. Вы готовы что-то получить вечной, что-нибудь обильной, что-нибудь святой и личной, который несет в себе безошибочный подпись из Бог? Тогда не двигайся, не прокручивай, не заглушай голос небеса, взывая к вашему сердцу. Это сообщение ваше чудо. Это не просто видео. Это встреча с твоей судьбой. Вам больше не нужно фальшиво улыбаться. Вам не нужно продолжать притворяться, что все хорошо, пока ваше сердце болит за закрытыми дверями. Правда в том, что выносили это кажется невыносимым. И ты делал это молча. Ты улыбался в комнатах, где твоя душа кричала. Ты ходил среди людей, которые не могли видеть, шторм бушует внутри тебя. Ты проявил силу, утопая в печали. Но вот божественная истина вы должны услышать сегодня. Бог все это видел. Он видел ночь, когда ты свернулась калачиком в постели и прошептала: «Я больше не могу этого выносить». Он видел момент, когда ты уставилась на свой пустой банковский счет и почувствовала себя неудачницей. Он видел твои пустые шкафы, твои неоплаченные счета, долги, которые опутали твой разум, словно цепь. Бог увидел бедность не только денег, но и надеяться. Он увидел невзгоды за смехом, за слезами, за макияжем, за надломленностью, которую никто не приветствовал и не признал. И он не отвернулся.
Тебе говорили быть сильным, продолжать идти, суетиться, усердно трудиться. Но как насчет твоего духа? А как насчет вашего душа? А как насчет той части вас, которая в полночь вызывает к смыслу, к исцелению, к миру? Вам не просто нужно больше денег. Вам нужно чудо. Вам нужен выздоровление, что касается глубже, чем ваш банковский счет. Благословение, которое восстанавливает не только ваш кошелек, тот, который воскрешает ваши мечты, твой вера, твой личность. Позвольте мне поговорить об этом, власть. Ты не ошибка. Ты не слишком опоздал. Ты не слишком сломан. Ты не поддаешься ремонту. Ты дитя завета. Вы несите судьба. И хотя мир забыл тебя, небеса нет. Баг не было. На самом деле, твое имя было прошептано в суды славы. Твои слезы были сохранены, как драгоценное масло. Твои вера, даже мерцая, как угасающее пламя, достигла ушей Всевышнего. Могу ли я спросить вас о чем-то, что касается только вас? Сердце можете ответить? Вы когда-нибудь смотрели в зеркало и задавались вопросом, где я допустил ошибку? Вы когда-нибудь чувствовали, что как бы вы ни старались, дверь остается закрытой, услуга остается запертой, благословение никогда не приходит? Вы когда-нибудь молились за избыток, но проснулись только с еще большей нуждой? Вы когда-нибудь просили милостыню, Бог хоть бы один знак, всего лишь один, показывающий, что Он все еще видит тебя? Тогда это ваш знак. Прямо здесь. Прямо сейчас. Потому что Бог чудеса недалеко от тебя. Он близко, ближе, чем твое дыхание. И Он говорит священной, святой истина в центр вашего невзгоды. Тебе больше не нужно это нести. Ты пытался справиться со всем этим. Исправить все это. Быть сильным для всех. Но ты никогда не должен был делать это в одиночку. Кмасата, что ты носишь, никогда не предназначалось тебе. Бог завет тебе выпустить его. Положи это вниз. Позволить ему снять бремя, которое так долго подавляло ваш дух. Твоя бедность, твоя сломленность, твои прошлые ошибки – они не твои. Личность. Они не полная история. Они пепел, из которого Он построит красота. Вы можете думать, что ваши неудачи дисквалифицируют вас, но это именно то Бог будет использовать для прославлять Его имя в твоей жизни. Твой самый большой боль вот-вот станет сценой для вашего величайшего чуда. Вы в это верите. Твоя история не окончена. Страницы твоей судьбы еще пишутся. И то, что будет дальше, не будет повторением потери, это будет урожай из выздоровления. А сезон из богатства не только в деньгах, но и в цели, мире и страсти. Вы не просто выживаете. Вы на пути к избыток. И вы пришли сюда не случайно. Бог принес тебя. Он нарисовал твой сердце здесь, потому что Он хочет напомнить вам, у вас все еще есть цель в этом хаосе. Есть верье открытие, вы чувствуете это. Есть ключ, будучи переданным вам, вы примете это. Но вот в чем дело, это сообщение – семя. Это семя, посаженное в ваш дух. И как каждое семя, это требует верности. Поэтому я спрошу вас, да, именно вас, если это слово уже что-то всколыхнуло внутри вас, нравится это видео. Не для меня, но как акт веры. В качестве заявления о том, что вы выбираете получать. Что? Ты есть глаглаясь с небесами. Что вы вступаете в обещаться открытым руки и открытое сердце. Не пролистывайте. Не игнорируйте этот момент. Вера без действия мертв. Так что действуй. Согласись. Присоединяйся к этому благословению.
Потому что в тот момент, когда вы это делаете, в тот самый момент, когда вы отвечаете верой, атмосфера вокруг вас начинает меняться. То, что было тяжелым, становится легче. То, что было заблокировано, начинает открываться. То, что было задержано, начинает ускоряться, точка благословений начинает свой спуск, точка чуда начинает свое проявление. Вы могли почувствовать себя забытыми, незамеченными, дисквалифицированными. Но я говорю вам духом живых Бог, вы находитесь, вспомнил. Вы находитесь восстановленно. Вы находитесь возрожденный. Твой цель не умер, просто спал. А теперь просыпается. Это не шумиха. Это святый. Это не мотивационная речь. Это священная встреча, точка Багриалин. Его обещанияльны. И ты выбранный получатель того, что он собирается излить, точка дверь вперед вами, точка ключ твой вера, точка урожай готова. Вы поверите. Потому что маса выносили. И его сейчас поднимут, точка стыд ты прятался. Его сейчас смоет, точка бедность, который пытался обозначить вашу личность. Он собирается поклониться избыток, точка штор может и не остановиться, но вы собираетесь пройти через это чудо в твоей руке. Баг не забыл тебя. Он ждал, когда вы вспомните о нем. И теперь чудо начинается. Позвольте мне теперь погрузить вас глубже. Вы ждали знака, что Баг все еще работает за завесой, и это оно. Потому что то, что мир не видит, небеса записывают вечными чернилами. Пока другие продвигаются вперед, публикуют свои победы, празднуют повышение, выставляют на показ свои богатства, тебя похоронили в тишине. Но похоронить – это не то же самое, что забыть. Похоронено место, где семена идти прежде, чем они процветать. Похоронен там, где обозначиваются его величайшие произведения, в скрытность, в неизвестность, в священном подготовка. В слове есть чудо, которое отражает то, где вы находитесь. Помните Давида. До короны, до дворца, до того, как он стал царем Израиля, Давид был просто пастухом. Мир увидел мальчика без статуса, без титула, без наследства богатства. Но Бог увидел воин, выкованный в вера, обученный в тишине, отточенный в неизвестность, пока Давид был один в поле, пас овец, о которых никто не заботился, Бог наблюдал, Бог формировался, Бог готовил ключ к судьбе, это изменило бы нации. Теперь слушайте внимательно, потому что именно здесь аналогия становится божественным. Так же, как Давид, ты был на поле. Ты был верен в местах, где никто не аплодирует. Ты делал работу, молился молитвы, посев семена, когда никто не смотрел. И как Дэвид, вы спрашивали себя, а имеет ли это вообще значение? Что-то меняется. Но Бог наблюдал за тобой. Ни один акт послушания не остался незамеченным. Ни одна битва, которую ты вел в тишине, не осталась незаписанной. Твой жертвы видел. Ваш боль услышал. Ваш верность вспомнил. И вот в чем загадка. Бог использовал тишина, чтобы подготовить свой голос. Он использовал бедность, чтобы подготовить ваш избыток. Он позволял скрытность, чтобы он мог что-то раскрыть святой в свое время. Так же, как Давид перешел от пастбища к убийству гигантов, ваш период незначительности вот-вот превратится в стадию божественного влияния. Поле никогда не было тюрьмой. Это был учебный полигон. Но позвольте мне спросить вас о чем-то прямом и реальном, потому что ваше сердце нужно, это правда. Сколько ночей вы плакали, потому что выложились по полной, но вас все равно не выбрали? Сколько раз вы смотрели на других, менее верных, менее добрых, и удивлялись, почему их двери открываются, а ваши остаются закрытыми? Как часто вы задавались вопросом, Бог действительно видит вас, или если вы каким-то образом пропустили обещать? Услышь меня, Дитя Завет,
Вы пропустили ничего. Задерживайте это не отрицание. Это божественное выравнивание. В огне просто открывает любую дверь. Он формирует именно ту дверь, которую ни один человек не может закрыть. И да, некоторые двери были закрыть болезненно, внезапно, но только для того, чтобы защищать ты. Он закрыл их, потому что комната за ними не была достойна твоего помазания. Потому что ваше наследование не встречается в комнатах компромиссов или отношений, построенных на песке. Вы были отмечены для нечто большее. Вы были выбраны нести чудо. И не недооценивай то, что внутри тебя. Ту мечту, что ты спрятал. То видение, что ты отложил. Это слово Бог дал вам в тишине, он не мертв. Это семя. И семя всегда выглядит как ничто до момента трансформации. Ваше семя скоро прорастать. Ваше время в этой области скоро изменится. И когда это произойдет, это благословит не только вас, но и поколение. Вы не подниметесь в одиночку. Ваш подъем поднимет других. Ваш прорыв разорвет цепи вокруг вас. Ваш избыток переполнится. Давид не просил быть царем, но Бог выбрали его. Не за его внешность, не за его связи, а за его сердце. И сегодня Бог смотрит на тебя устало, вопросительно, неуверенно и говорит: «Ты мой корабль. Ты мой воин. Вы готовы победить-то. Даже в хаосе. Даже в нехватке. Даже в тишине. Итак, позвольте мне спросить вас еще раз с огнем духа, когда вы начали верить, что ваша история слишком искалечена, чтобы быть благословенной? Кто тебе сказал, что твое прошлое было более великим, чем твои судьбы? Какая ложь нашептывала, что твое время прошло и твое чудо предназначено для кого-то другого? Отвергни это. Прямо сейчас. Отвергни каждый голос, который противоречит тому, что Бог говорит. Потому что то, что Он говорит, что это окончательно. И Он говорит, что ваш цель все еще стоит. Ваше благословение же в пути. Ваш тверь вырезается невидимыми руками, урожаю же растет под почвой твоей жертвы. Мир может никогда не аплодировать вам. Мир может никогда не признать битвы, которые вы выиграли, просто проснувшись, появившись, сохранив свой вероцелом, когда все вокруг тебя разваливалось. Но небеса знают. И небеса отвечают. Вы были отмечены не человеком, а Бог. И эта отметка не временная. Она вечной. Это не основано на производительности, это основано на обещать. И обещать не будет возвращен недействительным. Так что если вы чувствуете себя обделенными вниманием, знайте, вас нет. Если вы чувствуете себя недостойными, знайте, кровь Христа сделал тебя достойным. Если ты чувствуешь усталость, знай это, Бог обновляет твою силу даже сейчас. Тяжесть, которую ты несешь, станет крыльями, которые тебя понесут. Битва, которую ты вел в тишине, станет песней твоего свидетельства. Вы не просто кто-то, кто смотрит это видео. Вы причина, Бог послал это слово. Он не говорит с массами. Он говорит с вами. По имени. Во власти. С целью. Ты воин. Выкованный в огне страданий. Испытана в ночь смятения. Избранный для божественного наследования. И это только начало. Здесь все меняется. Теперь, когда вы увидели закономерность, скрытую боль, нераспознанные битвы, тихие сезоны, пришло время понять, что все это значило. Эти атаки, эти предательства, те, которые глубоко ранили и заставляли вас шататься по дням, как призрак вашего прежнего «я»,
они не были вашим уничтожением. Они были вашим очищением, как Ганне пришел, чтобы сжечь тебя. Он пришел, чтобы сжечь то, что не могло привести тебя в твое наследование. Да, Бог убрали людей из своей жизни. И нет, это было не наказание. Это была защита. Поскольку некоторые голоса не могут отразиться в зал вашего следующего чуда. Некоторые сердца не могут выдержать ваш эгоизбыток. Некоторые спутники были предназначены только для того, чтобы путешествовать с вами по долине, а не стоять рядом с вами на горе. Вы не потеряли их, Бог удалил их. Не для того, чтобы оставить вас пустыми, а чтобы очистить место для того, что есть святый, вечный и рукоположенный. Так что же теперь делать? Как ты это воспринимаешь? Пророческая истина и применить его к глубинам вашей повседневной жизни. Это момент божественный расчет. Это момент, чтобы противостоять моральным дилеммам. Вы цепляетесь за комфорт того, что вам знакомо, или вы полностью отдаетесь огню трансформации. Вы должны спросить себя, что я все еще держу в этом багуже отпустили. Какие голоса я все еще принимаю, которые удерживают меня на месте, бедность, как в духе сущность? Каким страхом я позволил говорить громче, чем вера? Какие привычки я защищаю, которые мешают моему развитию, урожай? Потому что, чтобы войти в избыток, вы должны уйти от недостаток. Чтобы получить богатство, вы должны перестать поклоняться духу выживания. Чтобы носить мантию чуда, ты должен снять плащ невзгоды. Ты не можешь пить из чаши благословения, цепляясь за горячь прошлого. Вот где контраст станет вашим компасом. Есть бедность и есть богатство. Есть жертвенность и есть победа. Есть рабство и есть и наследование. Есть тьма и есть свет. И Бог спрашивает вас сейчас, что вы выберете. Тебя не призвали жить под тенью того, что было сделано с тобой. Тебя призвали подняться как судно из славы. Это значит, что та же самая боль, которая грозила вас раздавить, станет платформой, на которую чудеса разворачиваться. Ваша история будет использована способами, которые вы никогда не могли себе представить, но только если вы поддадитесь переработчика. Не обижайтесь на одиночество. Это не было наказанием. Это было божественное разделение. Ты плакал, потому что думал, Бог молчал. Но молчание – это не всегда отсутствие. Иногда молчание – это священный звук, невидимая конструкция. Пока вы думали, не забыл ли он вас, он проектировал дверь. Резьба по ключ. Подготовка урожай. Но теперь вопрос возвращается, как зеркало. Готовы ли вы отпустить то, что устарело, чтобы освободить место для того, что есть вечный? Потому что Бог не заставляет трансформация, Он приглашает его. Он не принуждает благословение, Он раскрывает пути и ждет ваши года. Вот что ты должен понять своим духом, чудо это не просто событие. Это процесс, благословения это не просто дар. Это результат согласования, богатства, избыток, мир, цель. Они проникают в жизнь тех, кто отходит от подделок и принимает священное. Не гонись за тем, что выглядит успешным. Гонись за тем, что есть помазанный. Потому что успех без Бога – это бремя. На избыток в Бога – это награда. И эта награда зарезервирована для тех, кто больше не ведет переговоры со своими сомнениями. Для тех, кто выбирает послушание вместо популярности, вера над страхом, молитва по производительности, ключ на ваш следующий уровень – это ваша готовность полагать, что Бог сказал, даже когда твои глаза все еще видят бурю. Позвольте мне спросить вас напрямую, вы пытались снести людей, которые Бог уже удалено? Открывали ли вы заново двери, которые закрыли небеса? Вы молитесь за урожай сохрания, при этом семена мятежа и страха.
Это ваш призыв сдаваться. Не на полпути. Не с колебаниями. С вашим всем сердцем. Потому что следующий уровень будет выглядеть так, как вы себе представляли, будет лучше. Место Бог занимает, вам требуется новая поза. Новый ритм. Новый уровень чистоты. Вы должны позволить огню сделать свою работу. Пусть он сожжет гордость. Пусть он сломает зависимость от контроля. Пусть он уничтожит идолов прошлого. Что будет дальше – слава. Но его нельзя смешивать со старыми остатками. Ты никогда не был жертва. Враг пытался покрыть тебя позором, но Бог отметил вас обещать. Он назвал тебя по имени. И это имя Яве. Это имя судно. Это имя возлюбленное, и никакое отвержение не может стереть то, что Бог высказался на протяжении всей твоей жизни. Так что да, было больно. Да, тебя бросили. Да, вы были разочарованы. Но все это, каждая унция, было часть процесса. Боль сломала оболочку, скрывавшую тебя цель. Слезы полили почву твою чудо. Тишина сформировала форму твоего новоголичности. А потери? Они были валютой для большего наследования. Так что теперь твое время. Не спрашивать, почему это случилось, но спросите, это должно измениться в вас, чтобы вы никогда не упустили то, что Бог сейчас выльется. Он не ищет совершенства. Он ищет сдали сердца, верное сердце. Сердца, которые говорят: даже если я этого не вижу, я доверяю тебе. Потому что как только вы отпускаете старую историю, начинается новая глава. И этот не будет написан в боль, это будет написано в власть. Не в отчаянии, а в господство. Не скрываясь, а находясь в урожай. Вы выходите из тени. Вы идете в свет, в избыток, в благословение, которое был разработан специально для вас имя. И Бог улыбается, потому что Он знает конец с самого начала. И конец этой главы не будет бедность. Это будет чудо. Не трагедия, а показание. Вы не забыты. Вы не покинуты. Ты кованый, и теперь ты готовый. Ты сеял болью. Ты сеял молча. Ты сеял в ночи одиночества, когда все, что у тебя было, это шепотверая сломанные сердца, держась за обещать. И теперь вы будете пожинать плоды. С радость. С избыток. С таким смехом, который могут издать только небеса. Бог никогда не упускал из виду твою жертву. Он никогда не забывал ту ночь, когда ты упал на колени, говоря: «Я не знаю как, но я все еще верю». Это были не просто моменты слабости, это были акты воина, заявление изба, священный посев души, отказывающийся сдаваться. И вот небеса отвечают. Не двери открываются. Финансовые двери, эмоциональные двери, духовные двери. Двери, которые ни один человек не может закрыть. Вид благословения, которые не просто посещают, они остаются, они размножаются, они текут сквозь тебя, как реки божественного богатства. Это не теория. Это не мотивация. Это святое подтверждение. Урожай началась. Вы уже чувствуете это. Это едва уловимое движение. Этот сдвиг в атмосфере. Это невидимое движение в сфере дух, который шепчет: что-то изменилось. Это еще не в вашем банке. Это еще не в ваших руках. Но это в движении, раскрылось в почве времени, и то, что было скрыто, вот-вот поднимется чудо-форма. Бог является активацией невидимых изменений на небесоход вашего имени. Пока вы слушаете прямо сейчас, даже пока вы все еще задаетесь вопросом «как?»,
Он командует ангелами, выравнивает божественное назначение, выпускает ключи стратегии открытия. Земля может выглядеть неизменной, но небеса перестраиваются все. Вам больше не нужно бояться трудностей. Вам не нужно сомневаться в задержках. Это последние схватки перед рождением, принадлежащие обещать. Это последние тени перед рассветом. Оппозиция усилилась, потому что прорыв ближе, чем когда-либо. Напряжение, которое вы чувствуете, не является неудачей, это давление, которое предшествует сдвигу. Враг не давил бы так сильно, если бы благословения не были так близки. Но сейчас сезон посевов слезы трансформируется. Теперь вы пожинаете плодорадость. И радость твоя не будет мелкой. Она будет священной. Это будет сверхъестественное. Это не будет зависеть от людей, одобрения или аплодисментов. Это будет литься из тронного зала, кто знает твое имя. Пусть это глубоко укоренится в вашем духе. Вы не просто получаете чудо. Ты есть чудо. Вы – ответ на чьи-то молитвы. Вы – решение, которого ждала ваша родословная. Вы являетесь поворотным моментом поколения. Незавет начинается с тебя, точка наследования течет через тебя. Ты не конец. Ты – канале то, что будет дальше, не остановится на вашем банковский счет, он перекинется на города, общины, нации. Это бизнес-идея. Она не случайна, она божественно судна. Это видение министерства. Это не эго, это звук судьба. Это бремя для сломленных. Это не слабость, это твое назначение. Вы думали, что вас забыли, но Бог просто строил что-то вечное через свою боль. Вы думали, что застряли, но Он укрепил вас, так что фундамент будет держать благословение. Ты думал, что ты обычный, но тебя выбрали, чтобы нести необычайный. Вы не просто будете получать деньги, вы будете ими управлять чудеса. Вы не просто избавитесь от долгов, вы профинансируете урожаи. Вы не просто обретите покой, вы заговорите выздоровление на поколение. Ты слышишь, что небеса объявляют о вас? Настало время перестать оглядываться назад. Перестать измерять будущее прошлыми разочарованиями. Перестать спрашивать о малом. Перестать верить наполовину. Перестать говорить о поражении. Начните входить в завет из избыток. Начни называть себя благословенным. Начни ходить как наследование уже ваше, потому что это так. Бог не дает вам остатки. Он готовит стол. В присутствии твоих врагов. В местах, где смеялись. В моменты, когда они сомневались. Он не стыдится тебя, Он прославленный через тебя. Боль – это было частью формирования. Задержка – это было частью божественного настраивать. Но сейчас самое время выполнения. Вы переходите границу. От печали к сила. От замешательства к ясность. От выживания к процветающей. От молитвы о благословении до становится благословение. Дорога впереди все еще узкая, но она востланной славой. Не бойтесь последнего отрезка пути, он будет самым чудесный. Все, через что ты прошел, было не только для тебя. Это было для многих, кто будет пить из твоего переполнения. Исцеление, богатство, мир, мудрость, он пройдет через ваши руки в голодное сердце. Вы не подниметесь в одиночку. Вы подниметесь и приведете с собой других. Это привилегия из тех, кого выбрали в качестве канала из экономика небес. Скажите это вместе со мной сейчас в вашем сердце. Я благословлен. Я избран. Я не забыт. Я
канал из «Чудо-поставка». Я был выкован в боли, но я восстаю из власть. Я не склонюсь перед страхом. Я не откажусь от своего наследования. Я получаю свой рожай Квера. И пусть это будет запечатано. Вам не нужно стремиться. Вам не нужно манипулировать. Просто выравнивайтесь. Бог делает тяжелую работу. Вам просто нужно оставаться в положении. Пусть ваше сердце оставайтесь нежными. Пусть ваши молитвы оставайтесь чистыми. Пусть ваша вера будет непреклонной. Остальное уже движется. Небеса уже проголосовали «за». Не семью же проложил путь. Не дверью же начал открываться. И твое имя уже записано в книге благословения. Итак, сделайте глубокий вдох. Поднимите голову. Потому что следующий сезон будет совсем не похож на предыдущий. И чудо будет настолько личным, настолько точным, настолько идеально своевременным, вы поймете, что это могло быть только так, Бог. Ты благословенный. Ты готовый. И урожай твой. Теперь, мой возлюбленный, я хочу услышать твой голос. Оставьте комментарий ниже, не просто словами, а вера. Провозгласите, во что вы верите. Богдля. Говорите это в атмосферу. Пусть ваш показание начинает сейчас. Потому что как ты это говоришь, как ты это пишешь, как ты это сеешь в открытую, небеса будет поливать его. Чудо встретит ваш вера. И благословение найду тебя. Это еще не конец. Вот так все и разворачивается. Это начало вашего следующего божественного глава. Давайте войдем в святое место сейчас. Успокойте свой разум. Отдайте свое сердце. То, о чем мы собираемся молиться, это не просто слова, это духовное выравнивание, а небесный призыв, освященная активация. Здесь ваш вера встречает алтарь обещать. Здесь ваша награда соответствует вашему подготовка. Возлюбленные, то, во что вы сейчас вступаете, это не просто смена сезона, это трансформация и судьба. Ты вскричал, и твоя молитва поднялся, как фимиам. Небеса ответили не шумом людей, на тихийное несомненное подтверждение Багрука. Ты больше не тот, кем был. Что-то священное выковывается внутри тебя. Это твой чесуточнее, божественное формирование вашего характера, твой зрение и ваша духовная чувствительность. Может показаться, что тебя лишают людей, возможностей, привычных удобств. Но слушай внимательно, дитя, не все назначены на твое наследование. Некоторым не суждено пройти с тобой этот священный путь. И это не отвержение, это защита. То, что вы чувствуете как потерю, является благословением в маскировке. То, что вы считали нужным, было лишь тенью того, что задумал Бог. Отпустите с миром, сдаться в плен необычайный, на божественный путь, который Он предназначил для вашей жизни. Тебя призывают выше не только для того, чтобы избыток, но к выравниванию. Голос толпы попытается сбить тебя с толку, но твой дух знает шепот твоего Создателя. Вы не продвигаетесь вперед с одобрением мужчин, но со священным водительством духа. Вот где правдобогатство ложь. Вот где ключ к следующему дверь найдено. Ты можешь спросить, почему сейчас так одиноко? Но, дитя, я с тобой. И в этом священном одиночестве я изливаю свежие откровения, глубокую мудрость и божественную проницательность. Не все, что блестит, является благословением, и вы должны знать это сейчас больше, чем когда-либо. Некоторые двери открыты для ловушек. Некоторые обещания одеты обманом. Но вы, возлюбленные, ходите не видением, но вера. Вы пришли в место, где ваше сердце больше не ищет аплодисментов, а присутствия.
Из-за этого сдвига урожай вы собираетесь получить свято. Это не просто о деньги, а о целостности. Речь идет не только о богатстве, но о выздоровлении. Речь идет не только о чудо, но о чудотворец. Бог не просто благословляет ваши обстоятельства, Он благословляет их. Ваши мысли, ваши шаги, ваши отношения, ваш внутренний мир, Он все это приводит в соответствие со своим заветом. И каждый ваш шаг с этого момента покрыт. Вы движетесь в божественном время, охваченный божественным защитой и отмеченный как божественные повышения. Сейчас вы идете посвященной область, где естественные правила не действуют. Вы увидите, богатство приходит из неожиданных источников. Вы будете наблюдать дверь «Откройте», в которой вы никогда не стучали. Вы получите ключи, которые открывают комнаты, о которых вы даже не знали, что они были построены для вас. Это мощное движение Святой Дух, и вы не просто зритель, вы судно. Произнесите это сейчас в своем духе «Я принимаю». Пусть это будет декларация не просто слов, а вера. За каждый момент, когда вы сомневались, вы теперь будете танцевать в уверенности. За каждую слезу, пролитую ночью, вы теперь будете пожинать радость утром. Обещатчев. План разворачивается. Благословение здесь. Ты избран, чтобы восстать из пепла, не просто выжить, но и сиять, только свет Бога на тебе не скроется. Мир увидит и узнает, что это не дело рук человеческих, это рука Божья. И все штормы, которые пришел утонуть, ты теперь будешь свидетельствовать о чуде, что держало вас на плаву. Это сверхъестественный момент. Чувствуете ли вы это в своем сердце? Воздух изменился. Звук в духе изменился. Это не начало перемен, это подтверждение, что перемена уже произошла. Вы стоите в переполнении того, о чем вы молились много лет назад. Даже если ваши глаза еще не видят всего этого, ваше дух уже знает. Несвященное наследует их, кто проходит мимо веры это, мир в пустыне, ясность в тумане и радость в ожидании. У вас есть все три сейчас. Не потому, что все легко, а потому, что ваш дух соответствует тому, кто держит карту. Ваши шаги не случайны, они божественно организованы. Каждая ошибка – это подстава. Каждая задержка – это перенаправление. Бог никогда не подводит. Придерживайтесь этой вечной истины. Его воля всегда совершенна, даже когда это нарушает ваш план, это рождает вашу цель. Даже когда это ранит ваш комфорт, это окутывает вас божественная мудрость. Ты не позади. Ты не забыт. Ты есть точно вовремя, в середине завет момент. А теперь вдохните это всем своим существом. Вы уже благословлены. Не будет. Не может быть. Не если что-то изменится. Вы благословены сейчас. Чудо не просто приходит. Он внутри вас, к урожаю же растет. Ключ уже вручено вам. Вам нужно только пройти мимо веры, а не страхом. Прежде чем мы перейдем к молитве, позвольте мне спросить вас, ты это чувствуешь, этот священный сдвиг? Это святое молчание, за которым следует всепоглощающий покой? Это не эмоция. Это Дух Божий покоится на тебе. Доверься этому. Береги это. Следуй этому. А теперь позволь мне сказать это над твоей жизнью. Вы готовы. Вы избраны. Вы выровнены. Вы не одиноки. Вы стоите в своем сезон благословения, и вы уже никогда не будете ходить прежним образом. Если вы верите, что это слово было для вас, и если ваше сердце был взволнован, если ваш дух прыгнул, комментарий ниже сейчас, я буду ходить в его совершенной воле. Я отдаюсь священному пути. Я принимаю чудо. И приготовьтесь, потому что то, что будет дальше, все подтвердит.
А Святой Боже, Вечный Отец, Могущественный Искупитель, мы предстаем перед Тобой не в притворстве, а в чистой сдаче. Ты видишь сердца за словами. Ты знаешь, битвы велись в тишине, жертва сделана, когда никто не аплодировал. Ты знаешь, раны еще заживают, а мечты еще глубоко внутри. И все же, вот мы, избранные, призванные и благословенные. Не потому, что мы идеальны, а потому, что Твое обещать является. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты благословляешь не на основе достижений, а на основе завета. Ты говорил о своих детях словами избыток, чуда и богатства. И даже сейчас Ты очищаешь не только их обстоятельства, но и их характер. Как золото в огне, Ты сжигаешь подделку, очищая мотивы, отделяя вечное от временного. Твой дух перестраивает их зрение, затачивая их проницательность, выравнивая их с божественной целью. Мы помним историю Давида, спрятанного в поле, забытого людьми, но видимый Тобой. Ты подготовил его в частном порядке для публичного награда. Ты тренировал его руки для битвы и его сердце для королевской власти. И таким же образом вы формировали тех, кто сейчас слушает. Их боль была печь. Их вера было оружие. Их одиночество было платформой божественного разделения. Не всем суждено было перейти с ними на следующий уровень. И поэтому мы отпускаем тех, кто ушел. Мы отпускаем тех, кто не смог продолжить с нами. Мы отпускаем их с мир, потому что ваш план идеально и ваш цель останки. Господь, направляй своего ребенка сейчас с помощью мудрости Духа. Пусть поступают не по человеческому одобрению, но по воле руководства небес. Пусть их глаза не будут соблазнены каждой открытой дверью, но заострены проницательность. Пусть они знают в глубине души, что не все, что блестит, благословение. Но все-то ординар – это хорошо. Научите их говорить «нет», даже когда мир говорит «да». Научите их ждать, даже когда плоть кричит, чтобы бежать. Научите их распознавать настоящий ключ, тот, который подходит к двери их наследования. Отец, я молюсь за каждое семя надежды, которое было зарыто в их душе. Полейте его сейчас. Защищайте его. Лелейте его. И в назначенное тобой время пусть оно процветать. Ты сказал в Псалме 125:5: «Сиявшие со слезами будут пожинать с песнью радости». Мы провозглашаем это над ними сейчас. Пусть начнется жатва. Пусть чудо стечь. Пусть чудо выходе. И, Господь, мы твердо придерживаемся послания к римлянам 8 часов 28 минут, которое обещает: все содействуют ко благу любящих Бога, призванных по Его изволению. Мы верим в это. Мы стоим на этом. Даже когда мы не понимаем, мы доверять. Даже когда путь скрыт, мы ходить верой. Даже когда больно, мы следовать, ибо пути Твои высоки, воля Твоя совершенна и рука Твоя всегда верна. Пусть этот момент запечатает трансформация. Пусть эта молитва разнесется по небесным чертогам. Пусть урожай начать. Пусть награда скоро придет к тем, кто претерпел подготовка. Пусть их жизнь будет живой только показание, свидетельство того, что слава, власть и милость единого истинного Бога. Во имя Иисуса, имя превыше всякого имени, мы заявляем, что это сделано. Мы объявляем Его благословенным. Мы заявляем, что это выполнено. Аминь. Это не просто прощание. Это начало новой жизни. Ты слушал. Ты плакал. Ты чувствовал, огонь правда резонирует глубоко внутри вашего сердца. И теперь, когда мы завершаем этот священный момент, есть одна последняя истина, которую я должен объявить вам: пришло время жить, а не просто выживать. Слишком долго ты ходил с опущенной головой,
неся бремя сожалеть, прошлого неудачи, упущенных шансов и похороненных мечтаний. Но сегодня голос избок говорит громче, чем ваша история. Сегодня обещать преодолевает боль. То, что когда-то казалось потерянным, ваши мечты, твой мир, твое достоинство не недостижимо. Фактически, оно уже восстанавливается. Не человеческими усилиями, не стратегией, а чудотворная рука Божия. Одинаковый Бог, кто приносит богатство от бедность, который поднимает из пепла, который восстанавливает то, что съела саранча. Он не только восстанавливает, а возрождение. Он вновь зажигает огонь, который когда-то горел в твоем духе. Тот огонь, который верил, что ты предназначен для большего. Тот огонь, который держал севера даже, когда все вокруг тебя выглядело как неудача. Тот огонь, который осмелился вообразить, что ты рожден для избыток, а не скорбь. Тот огонь, Бог снова дышит на него. Тебя возрождают. Не когда-нибудь, сейчас. Не потом, сейчас. Каждый пробный, каждый шторм, каждое оставление был подготовка. Вы выжили не напрасно. Вы были в форме кованой, очищенной для обещать. И вот вы готовы. Чувствуете ли вы движение небес? Чувствуете ли вы, что атмосфера вокруг вас уже не та? Потому что ты изменился. Ты согласился с судьбой. Вы разрешили бы коснуться мест, которые другие игнорировали. И в тот момент, когда ваше сердце открылось, в тот момент, когда вы сказали «Да, Господи, я верю», что то сверхъестественное начало с точка благословения начал течь, точка наследования был активирован, точка семи пустил корни. Ты больше не жертва. Ты судно из славы. Ты не потерян. Ты есть найденный. Ты не отстаешь. Ты во время В вечном плане Бога. Ты не забыт. Ты есть и выбранный, благословенный, и отмечена для чуда, который будет свидетельствовать не о вашей силе, но о его верности. Когда урожай приходит, и это произойдет, когда дверь ее открывается, и он должен, когда богатство, мир, радость, божественная милость затопляет твою жизнь, не будет никаких вопросов. Ты оглянешься на каждое низкое место, на каждый сухой сезон, и ты скажешь со слезами на глазах: «Это был он». Это был только он. Вы узнаете не по теории, а по опыту, что Бог никогда не уходил. Он никогда не подводил. Он никогда не менял своего мнения о тебе. Он никогда не отнимал обещать. Он ждал. И вот время пришло. Я хочу, чтобы ты сделал глубокий вдох. Не по привычке, а из веры. Вдохните истину, что вы вступаете в сезонизбыток. Выдохните всю ложь, которая говорила, что вы были дисквалифицированы. Вдохните реальность божественное выравнивание. Выдохните стыд, сравнение, старую историю. И теперь, когда мы завершаем это послание, я приглашаю вас сделать что-то мощное. Не для меня. Не для этого видео. Но для ты. Комментарии ниже. Напишите это с верой. Я верю, что это мое благословение. Заявите об этом открыто. Я получаю свое наследство. Заявите о своей позиции. Я сосуд славы. Пусть ваше показание начните сейчас. Вы не просто смотрите, вы учите и в сверхъестественное. Это твой акт согласия. Это твой отголосок небесного указа. И если это слово заговорило с тобой, если ты почувствовал присутствие Бога, волнение вера, призыв к трансформации, тогда не держи это в себе. Подписаться. Оставайтесь на связи. Потому что то, что Бог начался сегодня, Он собирается продолжать в следующем сообщении. Это не конец истории. Это всего лишь первая глава новой книги, книги под названием «Прорыв»,
книга под названием «Наследование», книга под названием «Выполнение». На следующем занятии мы углубимся в то, как защитить чудо, как ходить в устойчивом изобилии, как стать канал благословения для всего вашего дома, вашего города, вашего поколения. Вы были готовы. Теперь вы были активированы. Далее вам предстоит учредил. Поэтому, прежде чем уйти, произнесите это вслух или запишите, или прошепчите, если необходимо. Но пусть эта истина останется запечатанной: «Я больше не выживу. Я буду жить. Я буду процветать. Я поднимусь. Я получу все обещать, каждое благословение, каждый чудо-я, сосуд Божьей изобилия, и моя история провозгласит Его славу». И помните это: тот, кто начал хорошая работа, в тебе будешь верен, чтобы совершить его. Тот, кто дал семя, принесет урожай. Тот, кто очистил тебя в огне, венчает тебя честь. Тот, кто отделил вас в тишине, поднимет вас в власть. Это начало ваше свидетельства. Пусть мир посмотрит. Пусть небеса празднуют. Пусть земля будет свидетелем того, что Бог сделал это. И Он сделал это через ты. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь. Комментируйте. Поделитесь этим сообщением с тем, чья душа жаждет правды. Потому что чудеса, они никогда не должны были накапливаться. Они должны были течь. Вы еще не закончили. Ты становится. И лучшее не только впереди. Лучше всегда здесь. Потому что Бог здесь. И благословение уже началось.